Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить вкусное печенье из творога. Как известно, его можно приготовить двумя разными способами: с маслом или с маргарином, или же со сметаной. И мы как раз выберем сегодня второй способ, он менее калорийный, но не менее вкусный. И для приготовления нам понадобится творог, сахар, мука, сметана, одно яйцо, и еще один желток нужен будет для смазки, а также соль, ванилин и разрыхлитель для теста. Для приготовления печенья нам нужен будет творог. Процент роли особой не играет. Можете его брать обезжиренный, можете его использовать 9%, у меня 5%. Единственное, он у меня был крупнозернистый, я пробила его уже блендером, чтобы он был такой как бы более влажной консистенции. Вот чтобы сейчас перемешать с сахаром, можно использовать вот такую вот толкушку, потому что ложкой будет тяжело это сделать и долго, а здесь это будет быстро и скорее все перемешается. Добавить в смесь щепотку ванилина. Если будете добавлять ванильный сахар, то потом вычтите это количество из числа сахара, которое мы будем добавлять. И также соль. И снова также взбить, перемешать. Так, следующим компонентом у нас будет сметана. И тоже особо не играет роли, какой процент ее добавлять. Можете использовать любой, лишь бы она была не очень жидкая. И сразу же в сметану всыпем разрыхлитель. Сметана кислая среда, и разрыхлитель будет сразу вступить с ней во взаимодействие. И вначале перемешать разрыхлитель со сметаной, а потом уже перемешать с оставшейся массой. Тесто для печений таких обычно миксером не перемешивается, потому что нужна такая слегка рыхлая структура, иначе тесто может быть жидковатым. А если его добавлять больше муки, то оно забьется и печенье не получится рассыпчатыми. Поэтому перемешивать желательно так, либо ложкой, либо лопаткой. Добавляем яйцо. И сейчас постепенно будем всыпать муку. Здесь я отмерила 400 грамм муки. Посмотрим, сколько теста возьмет, потому что каждый раз в зависимости от муки, от состояния творога и сметаны уходит разное количество. Уже лопаточкой тяжелее стало перемешивать, поэтому продолжим замес руками. Уже в миске также стало тяжело месить, и хорошо промесить здесь тоже очень трудно. Поэтому мы сейчас подготовим рабочую поверхность и продолжим замес теста там. Так, присыпем рабочую поверхность стола небольшим количеством муки и выложим наше тесто. Продолжим замес. Сильно его вымешивать не надо, достаточно, когда он соберется в такой единый шар, ком. К рукам он не липнет, здесь это еще старое тесто налипшее.
Вот, видите, как бы оно не липнет. Вот такое вот тесто должно получиться. При надавливании оно достаточно мягкое, но быстро восстанавливает свою форму. Итак, сейчас нужно дать тесту возможность постоять, чтобы мука набухла, чтобы тесто расстоялось 15 минут. После чего будем делать заготовки. После того, как тесто постояло, его еще раз необходимо промять. Посмотрите, оно уже стало еще более эластичным. Можно немножечко еще с мукой обвалять, чтобы оно возьмет сколько нужно. Вообще тесто густым не делайте, потому что чем гуще тесто, тем жестче будут печеньки. Итак, тесто наше готово. Такое вот оно получилось. Сейчас мы его разделим на две части. Одну из частей отправим пока обратно в миску, а со второй частью будем работать. Сформировать круглый такой шарик и раскатать его толщиной примерно где-то 3-4 миллиметра. Стараться, чтобы тесто не рвалось. Для этого подсыпать лучше мукой еще немножечко. Кстати, я сказала, что скажу вам, сколько ушло муки. Муки у нас ушло 350 миллилитров, 50 миллилитров осталось. Ну, может быть, сейчас она уйдет у нас на подсыпку. Итак, тесто раскатали до нужного состояния. Можно просто сейчас выемками сделать любые формочки, фигурки, которые вы хотите, теми формочками, какие у вас есть. Но мы сегодня будем делать с вами розочки. Делать их совсем недолго, но зато будет очень красиво. Так, лишнее тесто убираем. Посмотрите, что мы будем делать дальше. Лепестки можно собирать из разного количества. Ну, я думаю, у нас большие здесь лепесточки получаются, нам достаточно их 4. То есть мы накладываем вот таким образом одна на одну, примерно начиная с серединки каждого круга. Затем скатываем в плотный такой рулончик. И слегка его прикатываем, чтобы соединить все слои. Вот в серединке можно немножечко даже прижать, чтобы они не распадались, и разрезать пополам. То есть вот низ еще тоже примять. Вот так, чтобы когда поставим мы выпекаться, чтобы лепестки наши не развалились. И можно легонько вывернуть верхние лепесточки наружу. И выкладываем на противень.
Так, у нас получилось 24 розочки. И мы их выложили на противень, на пергаментную бумагу. А пергаментную бумагу я еще смазала немножко маслом. Если бы у нас печеньки были на масле, то можно было не смазывать. Но так как здесь у нас на сметане, поэтому мы все-таки смажем. Теперь нам необходимо смазать верх розочек яичным желтком. Они зарумянятся и будут очень красиво выглядеть. Оставляйте между ними свободное расстояние, потому что они будут выпекаться и немножко увеличатся в размерах. Если их ставить плотно, они прилипнут. Так, одного желтка нам как раз хватило на все розочки. У нас уже включена духовка, прогрета до 180 градусов. Ставим противень в духовку и выпекаем 15-20 минут. Смотрим на состояние наших печенек. Они должны подрумяниться. Дорогие друзья, посмотрите, какие красивые розочки у нас получились. Они зарумянились, очень вкусно пахнут, красиво выглядят, вообще просто замечательные. Выпекались, правда, они у нас чуть дольше, чем я сказала, то есть им понадобилось 23 минуты. Но вы смотрите сами, время зависит от того, насколько тонко вы раскатали тесто, сколько слоев у вас в розочке и от того, какие они по толщине у вас получились и по объему. Вот, розочки немножечко можно слегка присыпать сахарной пудрой, но буквально совсем чуть-чуть, чтобы не потерять всю вот эту вот красоту, которую мы получили. Так вот, совсем слегка совсем на каждую розочку. Вот они будут тогда выглядеть вообще как настоящие. Наверное, вот даже половина чайной ложечки у вас уйдет сахарной пудры, чтобы все посыпать. И еще не сказала такой важный момент, то есть выемка у меня, которой я пользовалась для выпечки, она диаметром 7 сантиметров. Вот. Вы можете выпекать и меньшего диаметра лепестки. Можно, если у вас такой нету формочки, как у меня, то можете использовать стакан, либо рюмку подходящего размера. То есть здесь уже как вы захотите. Ну вот, посмотрите, как красиво получилось. Такое блюдо можно подать и к чаю, можно подать его к любому празднику. Дети от таких розочек всегда бывают без ума, они им очень нравятся, и тарелка быстро пустеет. Готовьте, дорогие друзья. Пейте чай на здоровье с вкусными такими вот печеньками. А я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.